Вот я уверен, что тот дядя, который мне нужен, живет вот прямо здесь. Друзья, приветствую всех, с вами Сэр Холмс, и это, как всегда, Morrowind, Tamriel Rebuild. Нахожусь по-прежнему на континентальной части Morrowind'а, именно в ее самых юго-восточных землях. И путь мой лежит конкретно сейчас на восток, на восточное побережье. Это получается восточное побережье континента. Я на самом деле на нем никогда даже не был. Посмотрим, что там. Вот, да, пора покинуть эти прекрасные руины, которые заняли целый предыдущий эпизод и даже чуть ли не больше. И да, двинуться вот куда-то туда, куда эта дорога и ведет как раз. Прекрасное солнечное утро, кстати. Приятно его встречать в собственноручно зачищенном данже, так сказать. Вот уже можно увидеть очертания берега, там даже островки какие-то. Интересно, каково там. Я на самом деле питаю неплохие надежды, потому что Ланнаритан, он хоть и такой действительно большой, шикарный континентальный лес, но мне кажется, если бы его делали сейчас разработчики, то он получился бы еще шикарнее. То есть по сравнению с Антирином он, конечно, немного проигрывает. Но посмотрим, как будет на берегу. Мне кажется, лучше. По идее, сейчас я должен прийти в какую-то прибрежную деревушку. И оттуда, вроде бы, если мне память не изменяет, можно взять паром до Горна, расположенного на острове. Ну или что там, корабль. Интересные доисторические руины торчат. Думаю, зайдем потом. Выглядят довольно обширными, кстати. Но пока что пойду дальше просто по дороге. Одно из моих любимых вообще действий. С самого первого раза, когда я запустил Morrowind году в 2004, это не пользоваться никакими селстрайдерами, никакими кораблями по возможности, быстрыми перемещениями прочими, а ходить на своих двоих. Мне на самом деле кажется, что это одна из, или по крайней мере должна быть одной из главных черт РПГ с открытым миром. Это путешествие просто. О, Горн на лодке. Там Сейтур. Сейтур, кстати. Неужели я его нашел? Опа. Все, мои приоритеты меняются. Сейтур. Вот этот вот клинок просит меня найти в Сейтуре одного воина и отомстить ему. Но раз уж я пришел в Энемордейн, то... Gentle Velk. Это верно. Типа, вежливый велк. Нежный велк. Ну, вообще выглядит неплохо. Я ожидал, что это будет какое-то захолустье. А тут прямо, смотрите, индорильская архитектура и все дела. Зайду в таверну. Я, кстати, не помню, завтракал ли я. Это повод позавтракать еще раз. Да, здрасте, здрасте. Ну, конечно же, я пристану к кому-нибудь сейчас. Добро пожаловать в нежного велка. Ну, нежный, наверное, тут неправильно. Вежливый, наверное, будет. Gentle велк, блин. Так, у нас есть напитки. А, с тобой сразу можно поторговать, да? Ну, а кстати, а чё бы мне не оставить себе какую-нибудь... Вот Гою, например, да? Собственноручно добытую этих бандитов-контрабандистов. Ну, давай, яйца квама. Закусим их, наверное, пепельным бататом. Почему бы нет? Второй завтрак такой нормальный. Продать ему я ничего толком не могу, потому что у него 0 просто дрейков.
могли бы ждать парочку. Кровати мне пока не нужны. Расскажи вообще о себе. Владелец этого заведения. Я очень горжусь своей работой. Помог многим людям, которые... в общем, заботились об этом городе. Большинство путешественников проходят дальше, и мало кто здесь остается. Ну, полагаю, такова жизнь. Ну да. Я и сам воспринимаю этот город просто как отправной пункт в Горн. Расскажи про него, кстати. Это небольшой город во всех отношениях, но он мирный, и у нас, в общем-то, довольно много тут разных услуг можно получить. Наш гетман. Его зовут так-то, так-то, если тебе он нужен. Ну да, данмерские имена. Давайте я буду мучиться. Я говорю с седовесом Адриндилом. Ну, кстати, еще не так плохо. А вот гетмана у них зовут Эндовин Адарис. Ну, тоже неплохо. Ну, а что он? Он довольно дружелюбный. Но его желание расширить город весьма противоречивы. Большинство хотят, чтобы Намордейн сохранял свой шарм маленького городка, чем становился чем-то большим. Он, похоже, не понимает то, что большинство из нас хотят именно этого. Ладно, что по слухам у вас? Ничего. По слухам, аж до сюда у нас дошли про аболиционистов, там, священников, отступников и прочее, да? Там и все знаем. Давай про местную местность. Ну, здесь ничего особо интересного. Вот Горн — это ближайшее поселение. И тебе всего лишь нужно взять лодку отсюда. Если по суше, то ближайший город — это Басмора. Ну, я оттуда как раз, да. И также можешь пойти на север в Сейтур. Ну, правда, там еще меньше интересно. Вот давай, Сейтур — это то, что мне очень интересно на самом деле. Это рыбачья деревня, недалеко на север отсюда. Следуй побережью, и ты ее не упустишь. А Горн? Так называется сразу и остров, и город на нем. Это древнее владение дома дома Индарил. Ага. Так. Надо бы, наверное, первым делом сходить в Сейтур. Вот когда я тут немного освоюсь. Первое, что мы сделаем. Потому что этот квест висит давно. Я таскаю 20 фунтов лишних на себе. Этот клинок дурацкий. Говорящий. Местная экономика. Ну, не могу сказать, что у нас тут много всего. Но, в принципе, мы довольно самодостаточны. И у нас приемлемые тут услуги для путешественников, которые проходят через город. Ну и, в общем-то, все. Хорошо. Спасибо. Ввел в курс дела. Да, с тобой-то я уже торговал. Do you want something from me? Ну, возможно. С ним можно потренироваться. Средняя броня. Так, выносливость, ловкость. Вот выносливость неплохо было бы, да? Можно, да. Слушайте, надо взять на заметочку. Это, похоже, какой-то скаут. Много тем с ним тоже. Действительно скаут. Давай, скаут, расскажи тоже что-нибудь. Я не могу себе позволить задерживаться в каком-то конкретном городе, поэтому я перемещаюсь между ними, дружище. Я не могу тебе что-то рассказать про этот.
Ладно. Агорн. Это имя большого острова, который расположен неподалеку недалеко от восточного побережья Моровинда. East Coast, да? И там есть маленький городок. Слухи чё? Слухи только глобальные рассказывать. Ладно. Ну, похоже... Интерес представляет, по сути, только Гетман тут. Ну и, конечно, торговцы. Возможно, Гетман здесь. Жилые помещения, а может и нет. О, опять ездовая с гонча. Кстати, ее запрягают, похоже, в эти штуки. Неважно, куда ты путешествуешь. У меня много всякой всячины обычной для тебя. Говорит, да, забыл надеть свой великий амулет привлекательности. Вот она хоть что-то может предложить из денег. Да, она продает реально все, это замечательно. Может сбагрить ей камень душ. В принципе, почему бы нет? Я не жадный, на. Вот похоже на с лодочка, да? Слушайте, остров-то выглядит ничего. Приятно. Интересно, он может, наверное, довести меня до Басморы, да? Действительно. Такие экипажи катаются между Басморой и Намордейном, да? С них с гончим. Так, ага. Тут у нас торговый дом. Торговый центр, короче. Пошли. О. Какие заботливые данмеры, знаете. Ну, с их этими голосами ворчливыми это так звучит интересно. Когда они включают заботливый тон. Да еще и к чужестранцу. Торговец. Так, что тут у нас? Тоже всякая всячина. Я забыл позавтракать, вот что. Щит на 15. Ну, это я, наверное, оставлю. Это тоже. Паралич. Зелье. Болезнь. Это все полезно. Это тоже. Тишина. Вот, пожалуйста. Столько стрел мне не нужно ведь. Блин. Вот так вот. Are you all right, Outlander? You might have a healer attend to those wounds. Наконец-то. Я смогу это все починить.
Вестей, новостей ни у кого нет особо. Бердыш. Ну, Бердыш я, наверное, донесу до старого Эбенгарда, а вот всякое такое... Так. Надо что-то выкупить у него взамен. Дреукская броня у него есть даже тут. Неплохо. Вот так, что ли? Продать эту кирасу куда-нибудь. Так, еще есть второй этаж. Тут подвал, да, по-любому? Нет подвала. Ладно. Да-да-да. О. I could kill that Gwar. Those boots are ruined. Ну, тут я тоже много чего чую, смогу продать. Даже зачаровать тут можно. Но тут меня уже меньше любят, кстати. Дом Эндарил. А где, кстати, живет Гетман? Ладно, найдется еще. Ну, слухов тут вообще нет. Похоже, ничего не происходит в этом. О, тут нормально по деньгам-то мне. О, можно даже тяжелые штуки продавать. Отлично. Что у меня самое тяжелое? Камни душ, да? Всякие вот такие дурацкие. О, так. Да вообще у меня хватает камней душ, что реально. Просто чтобы сравнять. О. Выкуплю парочку. Так, тут закрыто. Хорошо, все. Все, что мне мог предложить торговый центр. Так называемый. Адарис. Вроде Гетмана так звать. Да, слушай, похож на Гетмана. Да, это я, Великий Холмс. Рад тебя встретить, говорит чужестранец. Что привело тебя в Энамордейн? Энамордейн хороший город сам по себе, очень мирный и безопасный. Благодаря его маленькому размеру наша стража легко справляется с большинством угроз публике, населению. И это очень здорово знать каждого жителя лично. Но иногда я хотел бы... Возникают у меня такие желания, чтобы он расширился. К сожалению, большинство горожан эта идея не устраивает. Угу. Так, присяжный Великого дома Эндарил. Я жил в Альмалексии в молодости и переехал сюда, чтобы взять под опеку этот город. Ну, молодец, чё. И он тоже никаких заданий не дает. Неужели ни одного задания не будет в целом поселений? И вы заметите, как разработчики там Rebuild заморочены над тем, чтобы наполнить контентом регионы, которые они делают сейчас. Ну, хватит идти уже, успокойся.
есть мы не выпустим новые земли, пока там не будет достаточно квестов, а достаточно это в их понимании, наверное, как в старом Эбенгарде. Бесконечно. А, да, я все еще забыл. Так, а что я там? Яйца кламы. Хоть у меня и плачевный опыт с ними был. И что там? Потат. А тут любят скрибовые пироги. Понятно, кухня. Я чувствую себя немного занудой такой, бегаю просто по всем домам, тут подхожу ко всем жителям, такой, а точно у вас нет для меня поручений? Здрасте, может у тебя есть, как у жены Гетмана? А, надеюсь, я тут нравится. Какие приветственные тут все, прямо даже данмеры. Короче, счастливая семейная пара, да? Хорошо. Хотя этот город не настолько большой или занятой, как мне бы нравилось. Приятно знать всех лично. Это приятное, практически безопасное чувство. Безопасное чувство. Чувство безопасности. Вот кому, значит, не нравится маленький размер. Так, ладно. И тоже ничего, да? Ну, если уж у жены Гетмана даже нет никаких заданий, то, наверное, ни у кого уже не будет. И что, осталось только вот. Жилые помещения. А, ты в чью-то квартиру зашел сразу. Похоже, здрасте. Ну ничего, я привлекательный аргонянин. Мне все рады везде теперь, так ведь? А, кстати, услуги-то чё? Трейдхаус, я там был уже. Так. Гостиницы и жилые комплексы, да-да-да. Угу, паром в Горн. Да, в Горн я обязательно. Ну да, в общем-то, по сути это все. Ну, сейчас тут пробежимся. Скорее всего, ничего не найдем. И можно отправляться в сей тур. А, вот, кстати, это, похоже, храм тут у них. И да, вы, кстати, правы. Я уже такой, что не против него вступить. Что-то как-то тут все закрыто. Ладно. Мне и не особо интересно уже обшаривать все эти. Вон, Горн виднеется. Орк-паромщик, кстати. Вот он, наверное, самый восточный какой-то остров из всех возможных на сей момент. А, это чей-то дом просто. Да, здрасте. Фермер. Ну, вообще они тут богато живут, по-моему. Очень даже. Для дома фермера выглядит шикарно, да? Дом фермера в эндорильском стиле такой. Честно. Окей, все, пошли в сей тур. О! Болотный брат. На свободу хочешь? Ну, может быть, я найду ключ. Твоих
оков. Но потом. Сейчас мне интересно в Сейтур сходить. Я даже запомнил, как зовут того воина, который мне нужен. Бартоломеус, что-то такое. Так, а это куда дорога? Ну-ка. Не пишут. Ладно, раз не пишут, надо сходить самому узнать. Угу. К пруду. Прелестно. Там лодочка затопленная. Ну, блин. Так, ладно, давайте представим, что я вот это все снял. Сегодня любознательность во мне взыграла. Оставил, короче, все тут и... И ничего, да, тут? Досадно, но ладно. Разведано зато. Как-то так. Обратно я, пожалуй, отправлюсь по берегу, прям по самому. Вроде как виды тут приятные. Опа, опа, смотрите, что там. Якобы дорога на Сейтур. Вот, но, конечно же, сначала схожу сюда. Сразу пополню. Я полагаю, что тут до Сейтура тоже можно добраться. А-а-а. Вот оно как, да? Я думаю, что... Возможно, наш пациент как раз находится там, которого я ищу. Это что такое? Клинок мне ты вроде описывал как воин, живущий где-то рядом с Сейтуром, а не в самом Сейтуре непосредственно, да? Что у нас? Кротокрабы.
крепость там даже. Что, Некром отсюда виден. Так, ну ладно. Полетели. Повыше, чтобы виды получше запечатлеть. Неплохо, да? Облетаем по периметру. Погода портится, только жалко. Вот я уверен, что тот дядя, который мне нужен, живет вот прямо здесь. Окей, хватит летать. Летнен Индри тут живет. Привет. May I help you? Можешь звать меня Летен Индри. Я живу здесь в тихой медитации и единении с единение открытости миру, вот так, наверное, как-то. Это все, что на самом деле ты можешь хотеть. Ну, хорошо. Да, ты тут неплохо расположился, действительно. Я вспомнил, что я забыл потренироваться. Он мне как раз говорит про экспертов в определенных там областях. Так. Ну, блин, не может быть, чтобы тут вот ничего не было, кроме этого дяди. Что-то же у него тут наверняка есть, а? Спрятано где-то что-то, может. Что в корзине? Пусто вообще. Но похоже, действительно ничего тут больше. Не поживишься ничем. Ну окей, полетел отсюда, значит. Можно еще здесь заодно проверить, мало ли. Зная Бесезду, они любят пихать всякие сюрпризы в недосягаемые места. И разрабы Tomb Raider Rebuild вполне могли. Что? Нет! Что это вообще было? Почему у меня лук сам снялся?
Я ничего не нажимал. Ну, здесь у нас что? Крэш-вид растет. Слушайте, там разнообразный довольно подземный ландшафт, подводный, то есть. Наверняка там еще что-то есть. Но плавать сейчас я точно не хочу, нырять. Потом, может быть. Куда мой лук свалил? Почему? Чуть не застрял. О, этот мост я не видел. А вон какой-то поселение. Наверное, есть Сей-Тур, а я куда-то уже углубился. Это похоже на монастырь. Ну или на библиотеку Тилвани, как кто-то в комментариях писал. Такой древний вилатийский стиль. Наверняка это Сей-Тур. Короче, надо было не выпендриваться и идти по указателям. Ну ладно. Как же было не проведать этот домик, да? На острове. О, прокачал акробатику. Чудеса. Я, кстати, вообще не любитель постоянно прыгать, как делает больше. Приличная такая часть игроков в Morrowind. Типа, зачем просто бежать, если можно при этом прыгать и прокачивать акробатику? Да, это Сей-Тур. Сейлен, Некром. Там что-то поместье, да, наверняка? Окей, Сей-Тур, так Сей-Тур. Здрасте. Расскажите про Сей-Тур. Приятно видеть новое лицо. Да, кстати, сейчас я сделаю еще приятнее, надену амулет свой. Вот теперь меня еще приятнее видеть. Так что там про Сей-Тур-то? Просто маленькая рыбацкая деревенька на побережье. Особо не на что смотреть. А, Бартоломеус у вас тут где-то живет. Он странный. Такой иллюзивный какой-то отшельник, который заходит в город только чтобы пополнить запасы каждые несколько недель. Некоторые говорят, что видели его рыбачащим на побережье на север отсюда. О, отлично, спасибо, он-то мне и нужен. У нас не особо много слухов тут на восточном побережье, но с момента карантина Варденфелла так, контрабанда и сбыт всякого эбонита из сырого стекла, стекла сырца, так сказать. Это все повысилось в Morrowind'е. Я полагаю, что черный рынок... Короче, это все пошло на пользу черному рынку. И тут происходит убийство внезапно. Если собираешься отправиться в море, осторожней с дрелгами и морскими крабами. Так я знаю, что с дрелгами там у меня те еще истории были. Так, маленький секрет. Мы воспринимаем религию очень серьезно на территории Индарил, сэра. Есть многие, кто посвятил своей жизни
служению трибунала. И ты можешь найти монастырь Синрамен вверх по побережью от нас. Ну, на север имеет в виду, наверное, да? И у нас тут есть монах, который живет в заточении, самозаточении море призраков на восток. Иногда заходит за припасом. Ну да, я с ним встречался уже. Так. Ближайшее убежище для монахов. Вместе с скальными проходами на север. Чтобы туда добраться, нужно взять... отправиться на юг из города, затем... повернуть налево. Ну да, я к нему и шел, к этому монастырю изначально. Что по услугам? Покупать, продавать, поговорить. Продавать, покупать, поговорить с Манусом. Он заправляет магазинчиком. Если нужны тренировки, этот может дать тебе пару подсказок. Тут просто маленькая рыбацкая деревенька. Манус заправляет магазином. Это у нас тут мастер дрели. Мастер сверления, да. В общем, скромная деревенька всего лишь. Так, у нас несколько домишек расположены тут на берегу. Это, в общем-то, все. Монастырь. Угу. Так. Дорога, ведущая в Некром, в регион Тилванис. Или на юг, глубже в территорию Индарил. Хорошо, спасибо, я просвещен теперь. Пошли к торговцу. Ты Ридгард. You've taken a few scrapes. I'm sure a healer could help. Да, пару царапин есть такое. Меня зовут Манус, я просто торговец в этой маленькой деревеньке. Приехал сюда несколько лет назад и особо не оглядывался на прошлое. Ну, жизнь тут не сказать, что богатая, но мне нормально. Бартоломеос, ну, то же самое. Бартоломео. Бартоломей, короче. Не знаю, Холмс. Что до меня, то единственное, что меня заботит, это мое дело. И все не так уж радужно на самом деле. А что тут? Да, я довольно недавно прибыл в Моровинд. Это, может, и часть Империи. Но ты наверняка знаешь, что они думают по поводу чужестранцев. Ты наверняка об этом слышал. Ну, как бы то ни было, я пытался убедить... Ну, в общем, наладить, видимо, бизнес-связи с местной гостиницей. Там и сям. У них тут довольно часто останавливаются пилигримы на пути в Некром. И... такая-то гостиница, видимо, которая расположена на дороге. Они бы могли перенаправлять людей... В общем, если бы не эта гостиница, люди останавливались бы всей туре у нас тут, говорит. Ну, этот старый упрямый негодяй за барной стойкой. Я каждый раз просто как горох об стену пытаюсь с ним общаться. Возможно, ты смог бы его как-то убедить, помочь мне. Я очень оценю, если ты мне с этим подсобишь, дружище. Ладно, посмотрим. Хоть какой-то квест опять за долгое время. С этим в этих землях такое себе.
Мгм, тут, да, вот уникальные реплики даже на советы и на секреты. Вот он, например, по поводу секрета говорит, что довольно странно осознавать, что мы находимся настолько далеко на востоке Тамриэля. Точнее, вообще на самом-самом востоке. Все, что находится за этим берегом, все еще тайна. Ну, там Акавир. Я бы тебе мог рассказать про Акавир, конечно. Ну да, там все покрыто тайной. Да. Так что там насчет поторговать-то? Ну, что-то можно ему сбыть. Определенно. Выпивку. И, например, древкский воск. А, нет. Звездный глаз. Нет, так он не захочен, да? Ладно, давай просто сколько есть. Это просто дома местных жителей. Приятная, кстати, такая местность распростерлась. Тоже чей-то дом просто. Он, кстати, что приятно, он отметился на карте, этот Сейтур. Похоже, это правда все. Следовать тут особо нечего. Надо до гостиницы хоть дойти. Где она тут расположена-то? На восточной стороне дороги, да? То есть где-то здесь. Наверное, это она и была там, а не монастырь. Ну, не особняк какой-то. Вот, да? Ну да, я уже встречал гостиницы в таком стиле. Рядом с Акаморой, например. Гуар. Что, охотничья гончая, типа, называется. Миленько тут. Вот знаете, хоть тут и поскромнее в плане квестов, но видно, что все равно это с любовью все делалось. Эти вот стойла для гуаров, это ж я такого еще нигде не видел. Да, нужен хилер. Рентий Эмнор. Я просто тут мимо проходил на пути на север. У меня есть кое-какие делишки в регионе Тилванис. Да, там Хилним, говорят, хотят разделить с тилванскими постройками. Второй по величине имперский город в этой части Морровинда после Firewatch. Ну, да-да-да. Вот это вот все. Так, а кто тут? Are you all right, Outlander? Я не You очень. might have a healer tend those wounds. Добро пожаловать. Так. Ой, тут можно что-то еще поторговать, да, с вами? Давай, конечно. Мясо арнады по-любому. С соленым рисом. И хлебом. Мы тут с мужем заправляем этим местом. Станция для стражников на побережье Ой, стражников, путешественников. Дотрил. Окей. Так, ну с этим... Our doors are always open.
Угу, с ним можно поговорить по поводу бизнеса. Ну, сначала я бы хотел лучше остановиться на ночлег. А, кстати, тут же можно к кому-то за тренировкой обратиться было. Надо этим и заняться. Типа ужин. Пожалуйста. Ну, а то что, я буду тут спать ложиться раньше времени. Мне только остается надеяться, что там чему-то стоящему меня научат. Или хотя бы я смогу поднять нужные мне атрибуты благодаря этим тренировкам. Ай. К кому там еще раз? Здрасте снова. Угу. Адроти Индус, да. Забавные имена. А, и вот он прямо здесь. А что-то так темно у вас? Are you all right? Ветеран, мастер сверления. You might have a healer tend to those wounds. Да. Давай, короче, что мы можем? Ловкость, сила. Ну вот, кстати, давай, поехали. Длинные клинки. Журнал обновился. Что это? А, надо проверить Маниэля. А чё так быстро? А, ну в принципе я очень долго прождал в Басморе. Угу, надо будет смотаться в старый Бенгард. Только когда это я смогу сделать, я черт знает. Ладно, хватит тренироваться. Го в гостиницу. Вот, ну вы знаете, я на этом, пожалуй, закруглюсь на сегодня. Вот, следующий эпизод начнем уже с утра в гостинице. И будем разбираться тут с этим местным бизнесом и искать Бартоломея. Вот, а вам спасибо за внимание, за просмотры. С вами был Сэр Холмс, Morrowind Tomb Raider Rebuild, и пока-пока.